Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Творческий директор Warhorse Studios Дэниел Вавра задался вопросом, почему в индустрии так мало проектов с выдающимся сюжетом вроде Metal Gear Solid, Red Dead Redemption 2 или The Witcher 3. Так вот, батя Kingdom Come считает, что причина в самом подходе к разработке. Игры, в отличие от фильмов, говорит Вавра, разрабатывают скорее как продукт с командами, комитетами и так далее. В Голливуде тем временем понимают, что на первом месте должны быть именно творцы, режиссеры и сценаристы. Им нужно видение и его автор, несмотря на все связанные риски. С разработчиком согласились не все. Припомнили Кодзиму с его собственной студией, в которой отталкиваются именно от видения геймдизайнера. Да и в Голливуде сейчас далеко не так все хорошо с творческой свободой. Но зерно истины в мюслях Вавры таки есть. А в это время продажи Kingdom Come Deliverance 2 перевалили за 2 миллиона копий. Искренне рад за Warhorse. Вот таких игр сейчас действительно не хватает. Каких таких? А вот таких, которые берут да внезапно раздевают главного героя. Все чаще появляются жалобы от игроков, где Индржих вдруг ни с того ни с сего оголяет свои телеса после некоторых кат-сцен. И приходится потом заходить в инвентарь и заново шмотка за шмоткой вновь его одевать. Непонятно, баг это или нет, штука эта срабатывает далеко не у всех, но все же. А если вы все еще сидите за компьютером одетые, ставьте вторую Kingdom Come. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Что будет, если скрестить Dungeon Keeper и мифы Ктулху батюшки нашего Говарда Филлипса Лавкрафта? Получится Cthulhu Keeper. Здесь нам также предстоит обустраивать свое злодейское подземелье, но развиваться все это дело будет не в условном фэнтези-мирке, а в 1920-х годах нашей с вами реальности. В том виде, в каком она описывается в рассказах дяди Лавкрафта. Руководя собственным культом, необходимо будет высекать в камне базу, размещать залы, комнаты для обрядов, всякие защитные штуки, проводить исследования, выращивать хтонических монстров и расставлять ловушки. А потом к нам в гости будут заходить враждебные культисты, детективы и копы, чтобы по нашим ловушкам прогуляться. Также нам полагается делать вылазки в поисках артефактов и для того, чтобы нанять новых прислужников. Разрабы обещают даже сюжет в духе мифов Ктулху. Cthulhu Keeper выйдет когда-то в Steam, без перевода на русский. В этом году Rainbow Six Siege исполнится 10 лет. Те, кто врывался на старте, можете отмечать старость. А Ubisoft собирается отметить юбилей масштабным чем-то. Это что-то назвали Siege X, а презентовать его будут 13 марта в 21:00 по Москве на Twitch-канале CG. Но прежде чем вы подумаете о чем-то вроде новой части серии, это не она. Но и не простая обнова, как говорят разработчики. Это масштабная эволюция. Иными словами, авторы готовятся расширить и укрепить саму основу игры, чтобы Сиджа оставалась на острие PvP-шутеров. Возможно, нас ждет прокачка графики и звука. Может быть, углубят тактическую составляющую в игровом процессе. Или, вероятно, сделают что-то, что подарит игрокам новые ощущения от геймплея. Перед грандиозным анонсом подрубят операцию Prep Phase, или фаза подготовки. Мол, так Ubisoft подчеркивает, что впереди ждут нас монументальные изменения. Нарративный директор грядущего вампирского экшена The Blood of Dawn Walker Якуб Шамалик поведал, чем же кровососы студии Rebel Wolves будут отличаться от всех прочих. Задача у разработчиков стояла непростая, учитывая, что тему упырей обсосали уже все, кому не лень. Так авторы составили целый список идей, которые могли бы вдохнуть в вампов что-то новое. Например, уязвимость к воде, но от этого сразу же отказались, так как геймплейная эта механика наверняка всех бы бесила. А вот тему с клыками решили развить. В The Blood of Dawn Walker у вампиров постоянно растут зубы. Чем они длиннее, тем, значится, нечисть старше. При этом, чтобы обратить человека, кровопийце нужно не просто укусить или дать жертве попить своей мертвой жижи, а пронзить клыком непосредственно сердце. А если клыки вампиру выдернуть, такой кровосись будет считаться опущенным. Вообще, чтобы раскрыть всю прелесть местного лора, нам придется постараться. Игру обещают выкатить на ПК, PS5 и Xbox Series, но дату все еще держат в секрете. 16 февраля не стало Виктора Антонова, художественного директора Half-Life 2 и Dishonored. Об этом сообщил его коллега и бывший сценарист Valve Марк Лейдлоу.
Подробностей у меня нет, только печаль. Он был гениален и оригинален. Он делал все лучше, говорит Лейдлоу. Память Виктора в соцсетях почтили также Пит Хайнс из Bethesda и основатель Arkane Studios Рафаэль Колантонио. Давайте и мы коллективно прожмем F великому визионеру. Создатели обновленной Stronghold Crusader выкатили ролик, в котором ответили на самые частые вопросы от игроков и попутно раскрыли больше подробностей. В ремастере Crusader нас ожидает больше нового контента, чем было в переиздании оригинальной Stronghold, а потому и ценник поболее будет – 20 бачинских. Локализация на русский будет полной, то бишь и текст, и звук. Многопользовательская игра будет работать прямо через Steam. Систему рангов не завезут, но зато появится таблица лидеров. Definitive Edition будет включать контент из Stronghold Crusader Extreme в рамках серии 20 миссий в режиме схватки. Но тут есть нюанс. Разработчики не уверены, что ремастер потянет 10 тысяч юнитов на карте, как было в Экстриме. Это покажут тесты, в случае чего численность юнитов уменьшат. Новый же максимальный размер карт 800 на 800. Любители классики смогут в любой момент отключить все нововведения. Будет выпущена обновленная версия AIV Editor, с помощью которого можно модифицировать ИИ под себя. Наконец, студия сообщила, что трудится над новой частью серии под названием Stronghold Unreal. Собственно, игра будет на движке Unreal Engine 5. Детали пока решили приберечь, а дефинитивный Stronghold Crusader ждем 15 июля в Steam. Отечественная студия Lipsar объявила, что пошаговая тактика Sparta 2035 стартует в раннем доступе уже 23 февраля. Мы отправимся в Африку, судя по всему, недалекого будущего. В наше распоряжение попадет отряд наемников, которые помогают местному президенту бороться с терроризмом. Из особенностей выделяют небольшой запас брони и здоровья у своих и у врагов, акцент на реализме, без промахов в упор и с правдоподобной баллистикой, систему очков действий, вертикальный геймплей, разрушаемые укрытия, управление базой и несколько классов противников со своими тактикой и вооружением. В полноценной версии нас ожидает сюжетная кампания. В раннем доступе же позволит пройти первую главу из 3 и обучение. Sparta 2035 выйдет в Steam и VK Play, там же можно заценить демку. И с новостями у меня все. Заходите на сайт StopGame.ru и читайте свежий обзор от Кирилла Волошина, посвященный одной из лучших тактик года Doorkickers 2 Task Force North. Хорошего дня!